Арктика не прощает суеты. Здесь, среди бескрайних полей пакового льда и свинцовых волн, время течет иначе. Оно замерзает вместе с каплями воды на леерах. Судно «Северная заря», видавший виды рыболовецкий траулер, переоборудованный для северных широт, медленно прокладывало путь в районе архипелага Шпицберген. Экипаж привык к суровости этих мест, к пронизывающему ветру, который находит лазейку в самой плотной штормовке, и к вечному гулу льдов, трущихся о стальной борт. В тот утренний час, когда солнце едва касалось горизонта, окрашивая ледяные пики в нежно-розовый цвет, вахтенный матрос заметил странное движение. «Капитан, по правому борту!» — раздался голос по внутренней связи. «Движение в воде. Очень крупное». Капитан Павел Андреев, человек с лицом, иссеченным морщинами, как старая морская карта, поднялся на мостик. Он поднес бинокль к глазам. То, что он увидел, заставило его нахмуриться. К кораблю, уверенно рассекая воду, плыл огромный белый медведь. Белые медведи — существа гордые и осторожные. Обычно они либо игнорируют суда, либо уходят вглубь ледяных полей, подальше от шума дизельных двигателей. Но этот зверь вел себя иначе. Он не просто плыл мимо, он целенаправленно шел на сближение. «Странно», — пробормотал старший помощник Игорь Селиванов, вставая рядом с капитаном. «Он идет прямо под форштевень. Самоубийца? Или очень голоден?» Медведь начал кружить вокруг судна. Его мощные лапы мерно загребали ледяную кашу, а черные бусины глаз, казалось, искали встречи с чьим-то взглядом на палубе. Когда зверь приблизился к борту, стало ясно, насколько он огромен. Даже в воде его силуэт внушал первобытный трепет. Напряжение среди команды росло. Моряки — народ суеверный, и такое поведение хозяина Арктики не предвещало ничего доброго. Капитан Андреев приказал спустить пустую спасательную шлюпку на уровень воды, чтобы создать своего рода барьер и, если потребуется, безопасную дистанцию. Группа матросов во главе с Олегом, крепким парнем из Мурманска, вооружилась веслами и баграми. Они понимали, если медведь решит запрыгнуть в лодку, их шансы будут невелики. Шлюпка коснулась воды с мягким всплеском. Медведь тут же направился к ней. Моряки затаили дыхание. Олег, чувствуя, как сердце колотится о ребра, прошептал: «Тихо, ребята, не делайте резких движений». Зверь не проявил агрессии. Он положил свои массивные передние лапы, увенчанные острыми черными когтями, на край лодки. Пластик и металл жалобно скрипнули под весом полутонного хищника. «Хорошо, что корпус усиленный», — выдохнул Олег, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Товарищи ответили ему нервным смешком, который тут же оборвался. Медведь поднялся из воды, встав на задние лапы. Он оказался почти вровень с палубой, где стоял капитан. Зверь издал низкий вибрирующий рык. Это не был рык охотника, готового к прыжку. В этом звуке слышалось нечто другое — надрыв, почти человеческая мольба. «Что тебе нужно, приятель?» — тихо спросил Андреев, глядя в глаза хищнику. Судно продолжало медленно двигаться по инерции. Заметив, что северная заря удаляется, медведь засуетился. Он спрыгнул обратно в воду, начал бить лапами, поднимая каскады брызг, и снова рычать, но теперь громче и настойчивее. «Стоп, машина!» — скомандовал капитан. «Боцман, принеси рыбу. Может, он истощен?» Боцман Артем Воронов притащил из камбуза крупного, еще подмороженного лосося. Капитан лично бросил рыбу в воду, прямо под нос медведю. Но произошло нечто невероятное.
Зверь лишь мельком обнюхал угощение и, даже не прикоснувшись к нему, оттолкнул рыбину лапой. Он снова посмотрел на людей и начал царапать борт судна. Металлический скрежет когтей по стали разнесся по всей палубе. Это был звук, от которого зубы заходили ходуном. «Ему не еда нужна?» Игорь Селиванов нахмурился. «Он зовет нас куда-то. Видите? Он отплывает в сторону, возвращается, кружит и снова указывает в сторону тех тарасов». Понимая, что ситуация выходит за рамки обычного происшествия, капитан приказал Сергею Мельникову принести рацию. «Нужны спецы. Я не хочу, чтобы этот зверь расшиб себе голову, а наш борт, или мы его случайно придавили льдиной». Вскоре радиоэфир наполнился треском. На связь вышло исследовательское судно «Полярный странник», находившееся в 30 милях к северу. Спустя час на горизонте показался их бело-синий корпус. Когда странник подошел вплотную, на борт «Северной зари» переправилась группа ученых под руководством доктора Анны Лебедевой. Анна, биолог с 20-летним стажем, выглядела обеспокоенной. «Мы наблюдаем за этой особью через бинокли уже минут 20», сказала она, едва поднявшись на мостик. «Капитан, это медведица, и ее поведение говорит об одном. Она в состоянии крайнего стресса. У белых медведей такой уровень коммуникации с человеком встречается крайне редко, обычно только в ситуациях запредельного отчаяния». Анна Лебедева долго наблюдала за движениями медведицы. Та продолжала нырять и выныривать, словно показывая путь через лабиринт айсбергов. «Она указывает на северо-восток, в зону нестабильного льда», заключила Анна. «Там сейчас началось активное таяние. Скорее всего, это материнский инстинкт. У нее должны быть медвежата». Капитан Андреев, не раздумывая, принял решение. «Идем за ней». Северная заря, малый ход. Следить за эхолотом и ледовой обстановкой. Два судна, как два огромных стража, медленно двинулись вслед за белой точкой в океане. Медведица плыла впереди, периодически оглядываясь, будто проверяя, не отстали ли ее неуклюжие железные союзники. Воздух становился все холоднее, а проходы между льдинами все уже. «Глядите!» — крикнул вперед смотрящий. «Там, на отколовшемся фрагменте». В бинокле все увидели печальную картину. Посреди открытой воды дрейфовала крошечная льдина, не больше обеденного стола. На ней, прижавшись друг к другу, сидели два маленьких пушистых комочка. Медвежата были напуганы и дрожали от холода. Льдина таяла на глазах, подмываемая сильным течением. Мать-медведица не могла запрыгнуть к ним. Ее вес мгновенно перевернул бы их единственное убежище, а плыть в ледяной воде так долго малыши бы не смогли. Времени в обрез. Анна Лебедева быстро координировала действия. Нужно подойти максимально близко, но не создать волну, которая их опрокинет. Команда «Северной зари» проявила чудеса маневрирования. Огромное судно замерло в нескольких метрах. Моряки спустили специальную сетку с жестким каркасом, которую обычно использовали для деликатных грузов. Медведица в это время находилась в воде совсем рядом, издавая тихие подбадривающие звуки. Она словно понимала, что люди — ее единственная надежда. Когда сетка коснулась льдины, один из медвежат, проявив неожиданную смелость, перебрался в нее. Второй медлил, скуля от страха. Олегу пришлось свеситься с борта шлюпки, осторожно подталкивая льдину багром, чтобы она не ушла из-под лап малыша. Наконец, оба были в безопасности. Медвежат аккуратно переправили на устойчивое ледяное поле, находившееся в паре сотен метров. Медведица мгновенно выскочила на лед.
Она подбежала к своим детям, начала их вылизывать, обнюхивать, толкать носом, проверяя, живы ли они. На палубах обоих кораблей воцарилась абсолютная тишина. Суров и моряки, видевшие в жизни немало штормов и драк, стояли, затаив дыхание. Кто-то украдкой вытирал слезы. Медведица подняла голову. Она долго смотрела на стоящие неподалеку суда. На этот раз она не рычала. Она издала короткий глубокий звук, который Анна Лебедева позже назвала высшим проявлением благодарности, на которое способен дикий зверь. «Ну, иди, мать», — негромко сказал капитан Андреев. «Расти своих богатырей». Прошло несколько часов. Северная заря и полярный странник разворачивались на обратный курс. Белые силуэты медвежьего семейства постепенно превращались в крошечные точки на фоне бескрайней белизны Арктики. Вечером в кают-компании только и разговоров было, что о случившемся. «Знаете», — сказал Олег, помешивая чай, «я ведь раньше думал, что они просто машины для убийства. Ну, хищники и хищники. А она ведь все понимала. Она знала, к кому прийти». Доктор Лебедева, сидевшая рядом, кивнула. Климат меняется слишком быстро. Лед уходит, и животные оказываются в ловушках, к которым эволюция их не готовила. То, что мы увидели сегодня, это и чудо, и предупреждение. Нам повезло, что мы услышали этот безмолвный зов. Эта история стала легендой среди полярников. Говорят, что капитан Андреев с тех пор всегда возит с собой лишний ящик рыбы, хотя знает, что не все в этом мире можно купить или исправить едой. Иногда нужно просто остановиться, прислушаться и протянуть руку помощи тем, кто не может попросить о ней словами. Арктика по-прежнему сурова и холодна, но в тот день она стала чуточку теплее. Ведь среди льдов и штормов зародилось нечто редкое и драгоценное, мгновение подлинного доверия между человеком и природой. Дорогие друзья, эта история — напоминание о том, как важно сохранять человечность в самых суровых условиях. Как вы считаете, способны ли животные на осознанную благодарность, или это был лишь слепой инстинкт выживания? Поделитесь вашим мнением в комментариях под этим видео. Если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Впереди еще много удивительных встреч с миром дикой природы. До новых встреч!